Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что говорит обо мне прямо сейчас, в эту минуточку. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайки поставьте. Спасибо. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какие-то страхи прям выпрыгивают, выскакивают. Так, выпрыгивают. Так. Какая девочка пришла на расклад? Да. Так. Сейчас доложу. Хамелеон-то вы так? Ах, нет, вы не смогли. Так, извините. Тут сразу вышла карта хамелеон. Я спросила, вы хамелеон? Вот я должна что-то уточнить. Тут нет, скорее всего, вы таки не смогли приспособиться или не научились приспосабливаться, да, где-то не научились по жизни переворачиваться в воздухе, да, быть, ну, как сказать вам, скажем так, лицемерие, где-то умение вовремя даже соломки подстелить, это чуть-чуть не ваше, мягко говоря. Так, первая карта вас характеризует как человека, это добрый, светлый, человек где-то, многие вас даже могут воспринимать слишком доброй девочки. К сожалению, в нашем обществе воспринимают очень часто добро как слабость. Тут этот случай. Хорошая мамочка, нежная, заботливая. Это у вас заложено. Где-то желание помогать людям, приходить на помощь. Там, может быть, элементарно даже словом поддержать. Желательно, да, чтобы это как-то еще отражалось в вашей профессии. Я к тому, чтобы это все ваши качества можно, если так сказать, монетизировать, да, я уж не знаю. Тот же психолог, может, медработник, социальный работник. Ладно, это что-то я по ходу, оно мне пришло. Так, но при этом показана дальше карта хамелеон и карта одиночки. И логически я так предположила, что вы таки не сумели приспособиться к этому миру. Где-то хитрить, юлить. Поэтому и как чувствуете себя не то, что там изгоем, да, но как будто бы чужой среди своих, может быть, мало единомышленников, мало ощущаете присутствие совсем небольшого количества людей, которые с вами разговаривают на одном языке, как будто бы у них с вами или у вас с ними одинаковые какие-то взгляды на жизнь, может быть, ценности даже, да. Тут мне такое ощущение, как будто бы вы, возможно, по вот этой карте изначально людей воспринимали, ну, такие же люди, как я, да, вот я к ним с открытой душой, то и они ко мне, соответственно. А потом, как будто бы вас жизнь чему-то научила в какой-то мере, по крайней мере, вы осознали, что, ну, тут сердце разбито, девочки, видите, у девочки сердце разбито, да, тавтология. Показано, столкнулись, ну, тут карта этих вампиров и карта, говорящая о том, что прям какой-то, как для вас, болезненный урок. Это прям ваше, ну, где-то испытание, где-то вы должны через эти уроки пройти, научиться оставлять вот эту энергию, ресурсы какие-то себе, для себя, направлять эту энергию для роста, развития своего. А возле вас вот эти вампиры какие-то, это люди, которые берут, а в ответ нифига не дают, еще и разрушают вашу жизнь. Вот тут на хамелеон карта, воительница вышла, женщина, которая с мечом, может быть, вы, опять-таки, как бы вас там, допустим,
не сводила судьба с какими-то людьми, которые, ну, не знаю, в свое время их называли приспособленцы, да, это такой чуть-чуть оттенок. И, знаете, если бы рядом были карты чуть-чуть другие, то я не могу сказать, что это прям негативный негатив. Это где-то умение выживать, но тут такой подтекст, что для вас вы столкнулись с каким-то, может, коллективом, обществом, где вы для себя осознали, что я не смогу жить с ними, быть с ними, разговаривать с ними на их языке. Я не хочу до их уровня опускаться. Лучше уж я буду одиночкой. Вот тут вот такой вот тоже подтекст. Это как будто бы ваше осознанное решение. И тут карта воительница, она с мечом. Меч — это интеллект. И вы говорите, я реально не смогу быть счастливой в окружении этих людей. Или же принимая их правила игры. Как-то так. Так. Такое ощущение, как будто бы вы для себя четко понимаете, как вы не хотите, с кем вы не хотите. Как будто бы этих людей вообще вы не хотите в свою жизнь подпускать. Такой, как своего рода какой-то промежуточный у вас период в жизни, когда, может быть, благодаря вот этому, тому, что приняли себя, осознали себя, свои ценности, до конца даже осознали. Может быть, тут осознали, что где-то, ну, стали, можно сказать, жертвой каких-то вот этих людей, потребителей, которые от вас много берут, в ответ нифига не дают. Я думаю, это какая-то точка отсчета, точка невозврата, да, где вы, возможно, или в одиночестве в дальнейшем, в ближайшее время, да, будете находиться, но, может быть, от этого и плюсы, вы тоже осознаете этого одиночества 100%. Или же потихоньку начнете находить каких-то людей, может быть, единомышленников, опять людей, с которыми у вас общий какой-то единый взгляд на эти ценности, на вообще мир, на взаимоотношения между людьми. Так. Ну, тут в общем говорят, что все так хорошо начинается, да, если человека встречаешь, и вы опять на него смотрите, вот, ну, не буду говорить через розовые очки, ну, как-то доброжелательно, вы наделяете его какими-то качествами, которыми, может быть, он не обладает. Ну, тут даже не настолько, тут больше история о том, что вы доверяете, в этот лимит доверия какой-то у вас есть. Потом сталкиваетесь с тем, что какие-то хитрости в отношении вас, то есть человек не настолько хороший, как вам сразу показалось, да, может быть, не нужно очаровываться, чтобы потом не пришлось разочаровываться, может быть, какие-то шансы там, тут история какая-то о том, что вы шансы даете людям, ну, наверное, так и нужно, а потом сталкиваетесь в очередной раз с проявлениями, теневой стороной этого человека, вы даже не догадывались, что человек может такие вам выкинуть, да, подарочки. Карта игра, как игра какая-то, понимаете, что... Ну, опять ошиблись или опять разочарование. Карта развилка. Ну, сейчас. Ну, тут почти все то же самое. Тут как будто бы или же ты остаешься и с этими людьми контактируешь близко, но тогда у тебя ощущение такое, ты, не, мягко говоря, не то, что не в своей тарелке, ты как в темнице находишься. Ну, это как предать тогда саму себя. Тут вот почему-то так идет. Вот. Карта друзья, опять как друзья, собака. И тут карта как подарочек такой, как будто бы вам постоянно какие-то подарочки преподносят, причем они неприятные. Да, тут ваше ощущение какой-то инаковости. Ощущение того, что как будто бы почему-то ничего хорошего от общения с людьми на данном этапе, вот может быть сейчас такой период у вас, вы не то что не ждете, вы реально не получаете особо ничего хорошего. Даже те, в которых вы как будто бы изначально там верите, возлагаете надежды на то, что, может быть, у вас отношения классные могут выстроиться. Тут и не буду по гендерному какому-то различию. Тут, может, с мужчинами у кого-то, да, у кого-то, в принципе, вот как подруги, коллеги. Тут как будто бы неизменно идет разочарование, неизменно вам подсвечивают, что вот этот человек вот
такими обладает недостатками. Тут даже не то, что недостатки, у нас у всех есть недостатки. Тут как будто бы вам вот эти подарочки какие-то преподносятся. Вам показывают, что какие-то хитрости. Может быть, больше... Тут почему-то мне такой подтекст, девочки, может быть, сейчас больше обратить внимание на себя, вот это одиночество во благо себе обратить. Может быть, ресурсы в себя вкладывать. Стать для себя большей опорой. Вот почему-то мне так идет. Да, потому что вы как будто подзадолбались уже. Видите, тут карта этот подарок. Ждете классного чего-то, а тут выскакивает злобный клоун из этого пакетика, как это сказать, упаковки этой, из этой коробочки. Так, почему-то такая странная мне сегодня сигнификация, даже не знаю. Еще пару карт вытащу. Напрям их. Какая вы. Смотрите, вы женщина, которая, несмотря ни на что, пытается там на болезненный опыт, на какое-то окружение, все равно пытаетесь равновесие держать. Тут вот видите, у женщины на голове такая как корона, и с одной стороны на ней висит образное изображение сердца, и тут мозг. Вы пытаетесь как будто бы не скатываться в какие-то, может, эти эмоциональные качели, там, не истерить, никому особо не предъявлять каких-то претензий, да, опять-таки не эмоционировать. Вы стараетесь также как-то разумно разобрать все это по полочкам и сделать какие-то выводы, умнички, но при этом не зачеркивайте, скажем так, шансы все равно где-то даете. Вы надеетесь, что, может быть, встретите нормального человека, нормальных людей. Но следующая карта, вот возможность. Как будто бы есть у вас возможности, вы сами говорите, нужно воспользоваться этой возможностью, нужно не опускать руки, не терять надежду, вот как-то так. Женщина, которая на самом деле готова воспользоваться, еще раз повторюсь, какими-то открывающимися дверями. Правильно сказала, в общем, двери. Ну, в общем, двери, если перед вами одни закрываются, то неизменно открываются новые двери. Так, но почему-то при вот этом вот всех мысленных вот этих всех, при всех этих размышлениях, умозаключениях, все равно какое-то есть ощущение, карта холод, она мне сродни где-то вот этой карте одиночества. Почему-то все равно такое, как будто бы ощущение, ну, пока я одинока, очень мало людей, которых я могу, готова подпустить к себе, в которых бы я была бы уверена. Но вообще у вас характеристика, смотрите, императрица какая красивая в этой колоде. Роскошная. По большому счету самодостаточная, да, императрица. Императрица женщина, которая на первое место я ставлю характеристики, уважает себя, уважает других, но в первую очередь уважает себя. И вот тут то, что на хамелеон выпала карта, вот это вот, выпала у нас карта воительницы, да, по-моему, женщины с мечом. Это тоже об этом. Это о том, что вот эти рамки, границы, вы не готовы жертвить себя, приносить, опять-таки, как на алтарь, непонятно кого, непонятно чего, быть топливом для других людей. Вот как будто вот это с этими вампирами история, мне кажется, уже закрыта, выводы сделали. При этом карта уют, внешне привлекательная, но для вас очень важно дом, семья, забота, поддержка. Вы очень цените вот этот уют, то, что вам могут дать другие. Может быть, элементарно какую-то заботу многие воспринимают как должное, а вы это оцените. Для вас это очень важно. И вообще вот женщина, которая нацелена на победу, мне это очень нравится. Вообще победа во всем. Да, молодцы. Так. Может быть, там периодически мысли вас накрывают, что все как-то так тяжело, и почему я одинока, может быть, ментально одинокий, может, вокруг вас там и буйная жизнь кипит, там, и уже, не знаю, семья, детей много, и коллектив, там, уже, не знаю, друзья, подруги, но на самом деле внутри почему-то на данном этапе одиночество. Ну, тут одиночество из-за какого-то разбитого сердца, разбитые мечты, ожидания. Может быть, там себе в голове нарисовали одну картинку, столкнулись с совсем другими проявлениями. К вам проявления были другие. Так, ну все.
Но женщина не слабая, вообще императрица не слабая. И женщина, которая четко понимает, что нужно идти вперед. Как бы это... Дорогу осилит идущий, да, и победу тоже можно получить, только прилагая какие-то шаги, усилия прилагая. Так, давайте смотрим, да, кто и что говорит обо мне прямо сейчас. То есть о вас. Кто и что говорит о вас прямо сейчас. Кто этот человек, да? И что он говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас? И что этот человек говорит о вас? Кто этот человек, который о вас говорит? И что он говорит о вас? Кто говорит о вас? И что он говорит о вас? Кто этот человек, который о вас говорит? И что он говорит о вас? Кто этот человек, который о вас говорит? И что он говорит о вас? Так, на прямых. Кто этот человек, который говорит о вас? Он. Так, это женщина. Сейчас я уточню. Ну, скорее всего, это женщина. Так. Ох ты, ё-моё. Это женщина-вампир. Только мы о них поговорили, с другой колоды у меня вышел вампир. Ой. Угу. А вас сейчас разговаривает женщина какая-то, королева огня, она тут так проявляется, проявления у меня такие, ее так воспринимают, королева огня, страстная, харизматичная, может быть очень темпераментная, знаете, такая, влетает в помещение и заполняет это помещение сразу, ну, секс для нее очень важен, может быть для многих сексуально привлекательно, но не факт, но тут больше как энергетика такая, знаете. Для нее очень важно где-то доминировать, чувствовать себя желанной для нее очень важно. Вот как будто бы вот, ну, тут женщина, которая особо конкуренции, наверное, не потерпит. Вот такая какая-то. Вот для нее очень важно быть в фокусе. Вот на нее, чтобы был фокус внимания направлен. Она как на сцене, да, в свете софитов этих была подсвечена всегда. Так. Женщина на самом деле, тут с двух сторон вышла карта на нее желание, талисман, рыбы. И тут даже такое сочетание, женщина ради своих целей, ради поставленных каких-то, ну, готова на очень много. И готова больше, девочки, больше по вампиру брать, чем отдавать. При этом очень упрямо. Вот увидела цель, вижу цель, не вижу препятствий. И почему-то даже если она сталкивается с тем, что желаемое не дается ей самому, там в руки не идет, почему-то, может быть, какой-то со стороны идет, допустим, если она там возжелала какого-то мужчину, мне почему-то так идет, не знаю уж почему, то если даже она сталкивается с тем, что мужчина в ответной реакции не дает, она все равно будет прикладывать усилия, вот все равно как упрется и будет добиваться этого мужчины не так-то по-другому, не какими-то экологичными способами, то это пойдет какие-то токсичные, вплоть до того, что какой-то там, не знаю, шантаж, манипуляции, подставы какие-то, вот тут такое даже может быть, мне почему-то идет. Даже если она понимает, что это как ее это вот, желание, ее вот, как мираж, оно как ускользает, объект желания или вот поставленная цель, это как иллюзия какая-то, что это, ну, по факту лучше от этого отказаться, она все равно будет прикладывать усилия. Такая какая-то странная ее реакция. Так. Где-то женщина, которая не видит, как завязанными глазами, не видит даже того, что ее поведение, она где-то как враг сама себе, мне вот так вот идет.
на себя не может критически посмотреть. Женщина, кстати, хотела в свое время очень создать семью, вполне возможно, она и замужем. Карта единства. Но обретя вот это единство с кем-то, войдя в союз, скажем так, может, замуж, да, вышла, сейчас себя чувствует как оковы связанные, как будто бы руки у нее связаны вокруг шеи, как давят эти оковы. Может быть, даже в свое время она хотела этого брака, союза, но при этом абсолютно она могла прикладывать тут такие усилия, вплоть до того, что если, ну, вполне возможно, что ее избранник до этого мог быть не свободен. Мне почему-то так идет. Но она как сознательно не хотела видеть какие-то нюансы, которые 100% там можно было, ну, просчитать. Ну, можно было как прогнозировать то, что этот союз ей, ну, мягко говоря, принесет очень много проблем. Вот. Она сейчас с этим и столкнулась. Но она как сознательно этого не замечала. Тут что-то такая дамочка, вот я же говорю, вижу цель, не вижу препятствий. Так. И у нее как этот сценарий повторяется. Повторяется, вот если я что-то себе решила, вбила в голову, то все таки будет. Ну и пофиг там на какие-то нюансы, даже если она сама от этого страдает, тут почему-то как-то такой вот какая-то программка у нее. Так, кстати, женщина, которая, может быть, вас считывает, вот ваша карта вышла, своей соперницей. В каком плане? Я не удивлюсь, если какой-то мужчина мог или в вашу сторону проявлять интерес, или она начала подозревать, что вы им интересуетесь. Тут она могла, тут какие-то сплетни вокруг этого мужчины ходят. Ну, вполне возможно, мужчина для нее ресурсный, интересен. И даже в плане материалки интересен, может быть. Но опять-таки, она такая, знаете, какая-то энергетика не совсем как женская. Она такая, какой-то напор. Вот тут воительница с мечом. Женщина, она не глупая. С интеллектом, по идее, все как будто бы в порядке. Но ее какие-то поступки, вот какие-то такие странные. Правда, как будто бы она сама себе может навредить. Вот если бы она по-другому как-то себя проявляла, то это, может, было бы для нее более выгодно даже. Ну, ладно, тут ваша карта и какой-то мужчина рядом, какие-то сплетни. Так как-то... Так, ладно. Ну вот опять на нее такие характеристики говорят, она как себе в голову что-то вобьет, тут какая-то игра, где она может проявлять сущность свою, свои какие-то такие теневые стороны. Тут на все готово. Вплоть, ну, я не говорю, что это прям верх цинизма какого-то или ужас ужасный, но тут карта доступность. Женщина ради достижения цели тут ну, сами понимаете, может себя предложить в роли, ну, как вам сказать, тут пойдет на любое, тут вплоть до того, что как сексуальный объект будет проявляться, и для того, чтобы какие-то горы, трудности обойти, карта леса, на хитрости на любые пойдет. Какой-то такой, не знаю, картинку такой мне женщины нарисовали. Ну, в общем, так. А в отношениях вас, кто вы для нее? Да? Кто вы для нее? Ха-ха, вы для нее карта ведьма, карта шабаш, сила. Интересно. Вы для нее, кстати, я же говорю, она вас считывает как очень сильную соперницу. Женщина, которая... Вот она выходила по этой карте с мечом, да, воительница. Но тут другой подтекст, вот так вот, если читать. Вы могли быть, мне так идет, могли быть в одном коллективе. Могли, я не буду говорить, тут дружба, тут вообще не о дружбе. Тут как будто бы женщина, она вас считывает очень сильная соперница. Тут также такой подтекст может быть, что влияние ваше, допустим, на мужчину какого-то, тоже она соглашается с тем, что вы можете быть интересны для других мужчин.
в том числе для мужчины, который для нее является каким-то желанным этим объектом. Понимаете, тут конкуренция. Опять-таки, где-то, может быть, если вы там увлекаетесь эзотерикой, Таро, может быть, даже она думает, что вы можете чем-то обладать какой-то такой силой, да, вот то, что ей, она не может этому противостоять где-то. Ну, это такое уже. Ну и, в принципе, вот показана вас женщина, которая могла ее вот эти хитрости все какие-то обходить, где-то не поддаваться на эти провокации ее. Как будто бы особо на вас она не смогла повлиять. Или же, если повлияла, то вы даже могли выйти из каких-то, ну, вот коллектив, общение, при этом не потеряв свою силу. Вот как-то так. Мне так идет. То есть, это, опять-таки, это не близкий вам человек. Вот эта женщина сейчас о вас говорит. Она не близкий человек, она, скорее всего, являлась частью какого-то коллектива. Может быть, даже в этом коллективе старалась где-то против вас как-то настроить людей, но это совсем не факт. Скорее всего, она воспринимает вас, женщина, которая достойная соперница, сильная, вот такое что-то. Так. И, собственно, что она говорит сейчас о вас, эта женщина? Да ты шо? Ой, мне прям смешно. Такое прям говорит, как добрый, вы такой замечательный, добрый, светлый человек. Несли свет и добро этим людям. Тут вот как карта первое счастье, тут как древо семейное. Боже мой. Сейчас посмотрим, что тут дальше. Угу. Так странно. А ну сейчас, кому она это говорит? А кому она это говорит? Ну, женщине тоже еще одной. Женщине, у которой свое видение происходящего, может, взаимоотношений между вами, в принципе, какой-то свой взгляд на вас. Вы втроем у меня проходите по этой карте воительница. То есть с мозгами у вас у всех все в порядке. Просто какие-то методы достижения поставленных целей разные. Разные, опять-таки, какие-то изначально взгляды на жизнь, на ценности. А отстоять себя вы можете. И тут вот она рассказывает такой же женщине с каким-то тоже довольно-таки четким, как это сказать, ну, мышление, критический склад ума, вот такой, которую тоже особо не проведешь, особо не проманипулируешь, у которой свое восприятие всего окружающего, свой взгляд на все это. Почему-то вот она этой женщине рассказывает о том, что вы такой человек, я же говорю, тут мораль, вышла карта, который несет добро, свет, который почему-то тут там прям, может быть, в коллективе, тут это можно так прочитать, являлись каким-то или являетесь как лучиком света. Карта счастья, вообще такая женщина, которая сама по себе позитивная, несет это счастье и вот как-то влияет позитивно на, ну, если там коллектив, да, то это на коллектив. Мне прям аж плохо. Как она хорошо тут поет, красиво. Но тут дальше такие карты, говорящие о том, что это она говорит о вас. Ну, таким людям тяжело. Вот. Тут карта тяжесть, и как будто бы
путь таких людей тяжелый. Почему? Потому что нужно быть более какой-то, ну, назовем это гибкой, манипулятивной, хитрой. Вот что тут в Манаре, это карта женщины, которая вот тут мужчиной как играется, манипулирует, как человечком каким-то. То есть где-то она говорит кому-то о вас, о том, что да, вы обладаете вот этими качествами, и, может быть, в коллективе вас любят, любили, но для вас это какой-то тяжелый путь. Нужно быть, опять, более какой-то приспосабливаемой. Это то, о чем у вас выходило изначально в сигнификации. Там, где этот хамелеон выходил, и вы там показали мне, что вы не хотите быть такой, вы не хотите вот этой вот хитро сделанной какой-то быть. А тут вот она, наоборот, делает акцент на том, что ей же тяжело вот такой быть. Добро типа должно быть с кулаками. Тут даже не то, что с кулаками, а тут добро должно быть таким, как будто избирательным. Вот такое вот как-то. Тут какие-то, знаете, и вам и меду даст, и ужалит, да, тут как будто про вас поет такие серенады, да, она замечательная, но это же для нее плохо быть вот такой вот, ей же тяжело по факту вот с таким этим открытым сердцем, вот этот огонь какой-то, видите, тут путь изображен, какой-то тернистый такой путь, красивая женщина несет в руках это как лампу, да, как за свет какой-то несет. Вот это как олицетворение вас. Вы выбрали свой путь такой, нести этот свет. Но она говорит, что вам бы намного легче было, если бы вы были более какой-то хитренькой, гибкой, вот такой. Ну, чуть ли не как рассказывает, что если брала бы с нее пример, то лучше бы жизнь бы у вас была. Так, карта кольцо приведения болезни. Сейчас. В чем это? Я вообще не могу понять. Тут как-то, знаете, она говорит опять-таки о вас, о том, что вы стараетесь быть справедливой. Вы стараетесь... Так, это вы? Да, это вы. Она? Нет, это не она. Как будто бы вы стараетесь быть справедливой, вы, и опять-таки, вот такая женщина, как будто бы тут подчеркиваешь, что на вас фиг повлияешь, вот это вот такое. Но при этом почему-то даже идет осуждение вас, допустим, вот как мне кажется, вот она себя сравнивает, ну все мы же сравниваем, когда мы там о ком-то говорим, где-то подсознательно мы сравниваем этого человека с собой, то она говорит, допустим, что к вам какой-то вы могли бы, допустим, с каким-то мужчиной, тут даже не то, что там построить отношения, но могли бы быть более ласковыми даже, или как будто бы пользоваться вниманием какого-то мужчины, то есть как-то так вот. Но вы, мне так идет, вы как будто бы карта башни, разрушения. То есть вот так вот я смотрю, она, допустим, если к ней какой-то мужчина, который ее интересует, он проявится, да, какой-то, может быть, даже он не сильно ее интересует. По карте всадника, это, знаете, по нижним чакрам. И мужчина даже готов на нее какие-то тут расходы, как будто бы, ну, скажем так, какой-то минимум минимальный денежно проявляться, да, скажем так. Вот я даже не знаю, как это все объяснить вам. Короче, мужчина, который для нее потенциально какой-то выгодный любовник. Может быть, и не особо выгодный, может, единоразово. Но она видит в этом почему-то как закрытие ее материальных потребностей. То есть какой-то, извините, вот некрасивое слово скажу, вот, допустим, не какой-то там бедный студент, да, который вообще материально ничем не обладает. Этого она не будет рассматривать. А вот если какой-то мужчина более-менее там готов повести ее то ли в ресторан, то ли как-то какой-то минимальный подарок там ей преподнести, да, и даже при этом она четко понимает, что это по нижним чакрам, ничего за этим дальше не последует, она 100% как будто не то, что там согласится, но она очень даже внимательно рассмотрит эти предложения, может и согласиться.
А тут она почему-то на вас говорит, что вы какими-то даже вот этими проявлениями, где 100% можно было с кем-то что-то замутить, то она говорит, что вы по башне вообще как будто бы не рассматриваете, не ведете, не ведетесь. Вот тут какое-то даже осуждение идет, вот не знаю. Опять-таки, вот такой какой-то между строк идет, при том, что она говорит, поет там вам серенады, какая вы замечательная, не вам, а кому-то, что да, она классная, но при этом вот такой подтекст, что то ли у вас планочка какая-то сильно завышенная, да, то ли как будто бы, ну, она как будто бы не может на вас повлиять. Она не может повлиять, она не может даже вас понять толком. Может быть, даже говорит о том, что ваши какие-то проблемы, ну, конечно, у нее типа их нет, но будто бы ваши проблемы, в том числе тут болезнь. Это вас? Нет, это ее, они. Так, разговор о вас. Тут как-то по-другому. Тут я думала, болезнь это ваша. Нет, это болезнь не о вас. Это скорее у нее болезненное восприятие вас. Она, вы как привидение. Вот, может, она хотела от вас, знаете, как даже ментально освободиться. А постоянно вы у нее в голове. Тут вот какой-то вот, точно как навязчивый, какой-то фантом болезненный. Это о ней. А при этом у нее ощущение, что вы живете тут как по солнышку. У вас все хорошо на самом деле. Так, карта кольцо. О чем на вас? Ой. На вас. Ну вот смотрите, опять идет какое-то сравнение такое, у меня такое ощущение, что для этой женщины норма быть в каких-то там, не знаю, треугольниках, во взаимоотношениях, где наличие третьих лиц, может быть со стороны, она выступает то ли со стороны любовницы, то ли если она жена, она знает, что там какие-то бывают, ну знаете, такие нюансы, могут быть еще какие-то люди у них во взаимоотношениях с ее супругом. Для нее это понятно, что может быть не совсем приемлемо, но для нее она это допускает. А тут разговор же о вас, тут как будто бы она тоже где-то идет осуждение этого, как карта ну, трио, третье лица и борьба. То есть вы с этим будете бороться, для вас это неприемлемо. Если вы начнете с кем-то строить такие отношения, а дальше тут по Луне туман, неопределенность, то вы 100% с этим не согласитесь, как карта борьба. Где-то она как будто бы, знаете, осуждает вас и говорит, что вы где-то как не от мира сего, и у вас какие-то требования, по ее мнению, какие-то нереальные. То есть, если изначально она при встрече с мужчиной, у нее, она как будто бы мотивируется вот этим во взаимоотношениях, у нее какая-то там материалка, ну не знаю, что у нее там в голове. Какие-то у нее странные, как-то пусть будет этот мужчина. Вот я его поставила цель, вот пусть он будет, несмотря на то, что там у него может быть на тот момент там жена, 3 деток, еще что-нибудь. Я никого не осуждаю и не призываю никого к осуждениям. Мы все можем рано или поздно, к сожалению, оказаться с разной стороны этих баррикад. Но тут вообще у нее как будто бы вот ваше мышление это одно, ваш взгляд на этот мир один, а у нее совершенно другой. Она как будто бы на все смотрит вот так. Если мне это выгодно в этот момент, значит я буду вот так поступать. Невыгодно. Вот, в следующий раз я могу вообще абсолютно по-другому поступить. И вот какое-то опять-таки идет как размышление даже о вас по поводу того, что ну, планочка у вас завышена. По поводу, кстати, тут тоже идет такое как осуждение вас, что она говорит, что с друзьями могла бы иметь больше друзей в ее понимании, да, может быть, это даже в сторону нее как будто бы направлено, что и она могла бы по-другому себя вести, если бы вы были, ну, позговорчивее, если бы не были настолько принципиальны, потому что тут где-то говорит подтекст такой насчет друзей, насчет вот как будто бы общения, может быть даже в этом коллективе. Она говорит о том, что у вас как вот черствое сердце. Где-то вы закрыли сердце и вы все не подпускаете. Ну, может быть, знаете, в каком серпентариуме вы там находитесь или находились. Такое тоже, как будто бы она могла даже
как-то стараться подлезть. То ли, ну, не то, что друзья, подруги, но как минимум такие, показывать, что вот я к тебе неплохо отношусь. Хотя на самом деле, я думаю, вы видели подноготную всю. О чем тут еще? Карта расчет Радугу. Ну, все-таки как будто бы вот идет такой вот разговор с какой-то женщиной о том, что да, для вас важна материалка, для вас это очень важно. Но опять-таки только ради материалки, если это будет остальное все, как значит психологический фон вас не устраивать, то вы выберете, ну, другие у вас ценности, вы выберете этот психологический фон, вы выберете себя. Где-то материалкой даже сможете пожертвовать легко. Легко, нелегко. Ну и опять-таки говорит о вас, о том, что у вас сейчас какой-то на вас груз ответственности, вы как будто сами на себя взвалили. Тут между строк такой потест. Она с кем-то вас обсуждает и говорит, что с женщиной с какой-то, да, мы тоже пришли к видению, что это женщина, что вы могли бы жить по жизни, идти намного легче, намного как-то, может быть, вам проще бы было, им кажется, ну, этой женщине, если бы вы были более какой-то хитрой, изворотливой, более приспосабливаемой, а вы на себя взвалили как вот эту ответственность, вот какую-то, вот глыбы какие-то, и идете. Но при этом по разговору все равно как-то между строк прорывается, может быть, это вторая женщина, которая как с ней ведет этот разговор, она говорит, что а все равно же вы идете вверх, у вас вот какая-то лестница вверх, ставите какие-то цели и пошли. Ну, между строк вот взгляд на вас, что вы достаточно какой-то не очень гибкий в их понимании, не очень хитрый человек, у которого вот свое видение мира, оно абсолютно отличается от их видения мира. Как будто бы много проблем у вас в жизни из-за того, что вы где-то там закрываетесь от так называемых друзей. Может быть, не настолько для них удобны, да, в их манипуляциях. Ну, вот как-то так. Сегодня у меня вышел такой расклад, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!